Всем привет! Мы находимся на тестовом сервере и в этом ролике рассмотрим нового героя саппорта, Молнии, героя Сельва, что она вообще делает, насколько она крутая, стоит ли ее вообще пытаться выкрутить. Также рассмотрим навыки и пробуждение героя. Ну и так рекомендации, как правильно ее одевать уже на будущее. И также сравним урон команды на разных уровнях пробуждения данного героя. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гильолит. По навыкам сразу пройдемся. Пассивный навык у него накладывает дисбаланс, статус на 3 секунды при нанесении вообще любого урона. Шанс 50%. Также под дисбалансом тоже есть небольшой рандом, то что враг не будет накладывать ослабления и эффекты контроля. С шансом 50%. На боссов это, кстати, тоже распространяется. Это я уже вам в процессе боя все покажу. Боевой навык. Сельва создает следующий за ней ромбовидный магический круг на 5 секунд. Каждую секунду враги получают урон молнией, который зависит от защиты. И этот урон возрастает на 10% за каждую 1 секунду. До 5 раз. Но суть вообще тут в другом. Каждое попадание похищает у врага 1% уменьшения урона. То есть это сопротивление урону. По факту она крадет сопротивление урона у босса. И соответственно получаемый целью урон будет увеличен. Это прям очень мощный скилл. Есть ограничение в 30%. И при этом герой получает до 15% к уменьшению урона. То есть мы у босса украли и повысили свое сопротивление к урону. Что делает данный скилл еще имбовее. И также в этом радиусе, вот этот ромб, все, кто находится из союзников, также получают вот этот бонус 15% к уменьшению получаемого урона. Ну и ультимейт бьет по всей области перед ней, наносит урон 300 от защиты. И если враги находятся под действием дисбаланса, то время действия дисбаланса и всех других негативных эффектов обновляется. То есть это по аналогии с рейтой. Также герой дополнительно восстанавливает 3% готовности абсолютного навыка до 15%. Это, я так понял, зависит от негативных эффектов, которые висят на цели. То есть по этому скиллу уже понятно, что когда связь стихий поменяется и возможно просто допустим, что неустрашимые стали неактуальны, либо данный герой нужен будет в другой пачке, то за счет вот этой заливки нам не придется мучиться с ускорениями и так далее. То есть она будет подходить в принципе под любую стихию. Это очень важно и очень круто. Далее она накладывает особый щит прочностью 400% ее защиты на 10 секунд. Также счищает по одному ослаблению, либо эффектом контроля, что тоже немаловажно. Еще и контроль тоже рассеивает. И пока действует этот щит, он восстанавливает 1,5% максимум здоровья цели каждую секунду. Ну и так, чисто бонусом, когда щит исчезает, либо разрушается, враги в области 3 на 3 получают урон молнии, который зависит от защиты. Уменьшение получаемого урона по нам и нашим союзникам. Также продление ослаблений, чистка не только негативных эффектов, а еще и контроля. То есть я бы этого героя сравнил с рейтой вообще. Потому что по сути все то же самое имеет, еще и щитки кидает, тоже подхил есть, чистки. Короче, прям очень мощный. И по-любому я считаю, что нужно его будет любым путем выкручивать, хотя бы одну копию иметь. Также в бою я вам покажу, что разлом брони висит вообще все 18 секунд, чего даже с рейтой не получается достигнуть. То есть с рейтой там чуть-чуть поменьше, с сельвой все 18 секунд висит разлом. Это прям очень много. Ну и давайте по пробуждениям пройдемся. Первое пробуждение у нас увеличивает шанс наложения дисбаланса до 100%. То есть любая атака простая, либо боевой, либо ульта будет накладывать 100% дисбаланс, а не 50% шанс. Вторая пробуда увеличивает получаемый урон на 10% для целей с эффектом дисбаланс. То есть вторая пробуда уже дает нам именно урон для команды. Третье пробуждение увеличивает область боевого навыка, 5 на 5 будет. Четвертое пробуждение ускорение плюс 30. Ну и пятое пробуждение, это прям очень жесткое. Она будет красть 50% уменьшения урона. То есть по факту уменьшение получаемого по нам
Бонус таки остается 15%, но именно получаемый боссами урон будет увеличен на 50%. Это очень много, но хорошо, что они хотя бы в 5-ю пробуду это спрятали, так как это просто недосягаемая какая-то цель. Если еще 2-ю как-то можно на фарте урвать, то вот эту имбу запрятали именно в 5-й. Пусть она там и будет, чтобы как можно меньше персонажей таких было. Все остальное, в принципе, 3-я и 2-я, не такие критичные. И также таланты. Тут хоть перевода и нету, но когда мы будем ультовать, мы будем также накладывать штраф к атаке на 10 секунд, что тоже неплохо, в принципе. Также вкратце сейчас покажу, какие я тут тайминги сделал. Получается прям четко, чтобы когда на нас будет босс кидать штраф атаки, так как по дисбалансам там 50% шанс, что босс не наложит, то если что-то и проскочит, то мы это счистим. То есть я сейчас говорю конкретно про вот этот скилл. Если на наших дэмэдж дилеров что-то и пройдет, то вот это мы счищаем. Далее уже на рандоме 50% шанс. Так, не ту голову включил, но тут скиллы в принципе одинаковые почти. Вот это мы счищаем, а тут уже надеемся на рандом. Накинется, не накинется, но в принципе даже если на кого-то там проскакивает, мы это все переживаем, потому что у нас очень много сейва, прям очень много. Ну давайте уже в бою покажу, что у нас тут происходит. Допустим, на старте у нас еще могут там проскочить всякие дебафчики, но ничего страшного. Сейчас у нас начнутся ультимейты от Сильвы и все. Дебафы станут крайне редкими. В основном это будет именно порезка защиты. И также обратите внимание уже на сами дебафы. Вот висит разлом, все, хопа, обновилось. И он не успевает закончиться, и Кульвида уже кидает новый. То есть у нас даже есть небольшой запасик. По факту там даже дольше, чем 18 может висеть. Вот такая вот имба у нас есть. Также по поводу Маштура, он же тоже кидает всякие ослабления. И Сельва тоже их, в принципе, продляет. Так что у кого, допустим, вообще 4-й Маштур, то 4-я пробуда там уже становится несколько сомнительной, потому что по факту, если счетами скорректировать, то Маштур кидает свои ослабления. И вот, если видите, то Сельва тоже их продлевает. То есть по факту уже 4-е пробуждение Маштуру и не нужно, если мы будем использовать его в паре именно с данным героем. Вот как-то так у нас бой теперь проходит. Да, это очень жестко, потому что все вот эти вот самые крутые ослабления, они висят весь бой просто. Просто жесть какая-то. Да, поэтому первоначально я чуть не недооценил данного героя, так как перевода особо не было. Потестить возможности также не было. Из-за всяких там кривых описаний. Неправильно я сначала понял, как он вообще работает и что делает. Но по факту это, короче, прям жесткая имба, просто какая-то рейта 2.0 для молнии. Ну и давайте вкратце объясню, как собирать. В принципе, все собирают в кукольника. Я пока что тестирую вот эту шмотку, которая будет увеличивать урон союзников после лечения. Ну, как вариант. Ставить на щитки, ну, смысла нету, потому что тут у нас Маштур это все делает. Это все не стакается, поэтому такое себе. За счет того, что кукольник теперь на ней, мы на Кульвиду можем 2 сета поставить мифических и верхушки, в принципе, на скорость атаки сделать. Тоже такое крутое преимущество. И как одевать? По-любому точность, все остальное в защиту, потому что все ее скиллы зависят от защиты. И также добавил бы ускорение, чтобы она как можно быстрее накидывала с боевого вот эти все стаки свои. То есть в рунах по факту руны, допустим, защита, тут точность. И в допах лучше искать уже именно ускорение навыков. И также я, наверное, накинул бы ей скорости атаки, потому что тут у нас дисбаланс накладывается именно при нанесении абсолютно любого урона. То есть автоатака тоже считается. По факту данный герой, в принципе, даже без пробуждений уже становится очень имбовый и делает, в принципе, все, что и с пробуждениями. Так как пробуды, в принципе, влияют на урон. Ну и немножко первая пробуда убирает рандом. Ну давайте сейчас автобоями ударим, посмотрим на разницу в уроне. 5-я пробуда сейчас будет, конечно же, она имбовая, и с ней будет урона намного выше. Так, ну допустим, берем за основу 21 миллиард. Я шмотки тут не фармил, не протачивал, поэтому потенциал намного выше у данной команды. Мы сейчас просто сравниваем урон именно с пробуждениями и без них. Далее давайте сравним на втором пробуждении. Второе пробуждение у нас также дает бонус к урону 10%. Посмотрим, сколько же нанесут урона сейчас. Кстати, удивительно, да? От второго пробуждения, ну плюс по-любому какие-то рандомные моментики были, но потеря в принципе минимальная. То есть у нас было 21 там с копейкой, сейчас 2800. Это при втором пробуждении. То есть, ну,
как и сказал, не так критично все это, поэтому на +2 вот такой вот результат. Теперь протестим урон на первом пробуждении, там где у нас шанс наложения будет 100%. Так, было у нас 20800, теперь 19600. Ну, в принципе, да, мы лишились 10% бонуса к урону, но тем не менее, не какая-то огромная там потеря у нас вышла. Цифры вполне приемлемые. Ну и сейчас протестируем урон уже без увеличения шанса. То есть у нас сейчас будет шанс 50% на наложение дисбаланса. Посмотрим, насколько мы потеряем в уроне. 19300. По факту, значит, не все тут уж так сильно и рандомно, потому что если опять-таки добавить еще немножко ускорения плюс скорость атаки, потому что я этого еще не делал, я не фармил руны, но опять-таки потеря в принципе минимальна. А если сравнивать уже результат, который был на пятом пробуждении и без пробуждения вообще, учитывая сколько нужно ресурсов потратить на пятое пробуждение, то такой разброс в уроне вообще того не стоит. То есть, блин, это если сравнивать с прежними саппортами, которые в последнее время выходили, они прям очень сильно требовали первого пробуждения. Здесь, как вы видите, достаточно просто иметь ее, вот, чтобы она была. Нет тут какого-то жесткого прям рандома, да, чуть-чуть меньше урона, но это не критично. То есть я прям рад, когда выпускают именно таких героев, где пробуждения не так сильно роляют, как в прошлых саппортах. То есть некоторые вообще были неиграбельные и лежат на складе. Вот этот герой будет играть даже без пробуждения, быть очень мощным, поэтому всем настоятельно советую его потом выкручивать в 8 сезоне. На этом в принципе все, вроде как все разобрали. Всем спасибо за просмотр, ждем 8 сезон. Кто не подписан, подписываемся на канал, следим за новостями. Также вступаем в телеграм-канал, все ссылочки в описании. До скорых встреч, всем пока.